Акции компаний, которые еще недавно демонстрировали опережающий рост, вдруг начали падать. Nvidia, Broadcom, Oracle. Что-то идет не так. Отчеты хорошие, бизнес стабильный и отлично работает, а акции все равно едут вниз. Рынок, по сути, разделился на два лагеря. Одни говорят, да это все хайп, переоценено, надо выходить и продавать уже сейчас и срочно. А другие говорят, ну это же очевидно будущее. Нужно, как только просело, сразу же докупить. Моя задача – помочь вам к концу ролика разобраться, какие ключевые факторы влияют, и сформировать ваше собственное мнение. А что будет с этими акциями дальше? Начнем с контекста. Что такое AI-акции? И почему все на них смотрят? AI-акции – это бумаги компаний, которые либо сами инвестируют в AI, либо они являются контракторами или поставщиками чипов. То есть в любом случае от внедрения AI они, безусловно, сильно-сильно выиграют. Соответственно, это увеличит профит и, соответственно, курс акций пойдет вверх. Для инвесторов все очевидно. AI – это передовой сегмент экономики, он растет быстрее рынка, надо вкладывать сюда. Именно поэтому за последние пару лет просто упоминание AI сразу повышало интерес к акциям. Компании получали положительную переоценку и рост курса опережающим темпом еще до того, как AI непосредственно стал показывать результат, и все инвесторы срочно принимались искать следующую Nvidia. Но вот что важно, рынок не готов платить просто за саму технологию. Он платит именно за ожидание будущей прибыли. И вот здесь начинается самое интересное. К этому мы еще вернемся. Почему AI так сильно разогнал рынок именно сейчас? Важно понимать, AI или machine learning или нейросети – это то, что существовало уже достаточно давно. Разница в одном – в масштабах. За последние 10-15 лет появились такие вычислительные мощности, которые раньше были просто не то что недоступны, а про них даже помыслить было нельзя. И то, что раньше считалось экспериментом, стало простым рабочим инструментом. ChatGPT стал символом этого скачка, этого кардинального изменения. Не потому, что ChatGPT — это какое-то новое слово. Есть нейросети, которые, безусловно, более эффективно решают прикладные задачи. ChatGPT стал частью повседневной рабочей рутины. И я лично сам им с удовольствием пользуюсь. Это кардинально экономит время. Что делает рынок, когда он слышит про AI на фоне успехов нейросетей? Он моментально начинает закладывать будущие успехи в цену. Рынок — это всегда forward-looking expectation. И вот здесь возникает тот самый момент, про который я вам говорил ранее. А насколько то, что мы видим сейчас, уже учтено в ценах акций? Рассмотрим кейс Nvidia. Это ключ к пониманию происходящего. Это флагман индустрии, это одна из наиболее крупных компаний. Это компания, которая уже дает чипы, уже дает технологии, и она уже максимально погружена и максимально получает профит от тех инвестиций, которые она, в общем-то, загрузила в AI. У Nvidia все прекрасно, котировки бьют рекорды, когда, казалось бы, уже куда дальше расти. И вдруг с конца ноября до середины декабря бам и минус 15%. При том, что с индексом глобально ничего не произошло. Что же случилось? Здесь сыграли два фактора. Первое – напряжение в отношении с Китаем. То Китай запрещает поставку чипов, то США не разрешает эту поставку, то выходят всякие ограничения и законопроекты, которые ограничивают эту дистрибуцию. Это первый момент. И второй момент, который касается уже не только Nvidia. Просто рынок начинает сомневаться, а действительно ли эти инвестиции, которые, в общем-то, многомиллиардные, где-то триллионные, они приведут к такому росту продаж, что у нас прибыли вырастут кратно. Проблема в том, что капитализация AI-компаний росла сильно быстрее, чем их прибыль. Это нормально на старте тренда, но в какой-то момент рынок начинает считать деньги. Это очень хорошо видно на примере котировок Broadcom и Oracle в декабре. Вроде все хорошо, отчетность классная, а по котировкам раз и 10% минус. И никакого отскока нет. Почему? Потому что рынок реально стал задавать вопросы. А насколько быстро окупятся вот эти триллионные инвестиции? Собственно, вот этот разрыв между ожиданиями и реальностью рынок сейчас и пытается скорректировать. Напишите в комментариях, что вы думаете по этому поводу. Все-таки это мыльный пузырь как .com или это, безусловно, наше будущее? Или истина где-то посередине? Очень интересно узнать, кто реально вкладывается в эти акции, а кто старается их избегать. Как мне кажется, на моем канале многие находят правильную линию размышления, а не громкие заголовки. Если вы хотите быть на связи чаще и быть в курсе интересных и важных для ваших решений новостей, подписывайтесь на мой телеграм-канал. Я не считаю, что AI — это повторение классики, то есть повторение пузыря доткомов. Я думаю, что те, кто считает, что это исключительно пузырь, они ошибаются. Что было с доткомами? Это были реально компании фактически пустышки, у них не было устойчивой бизнес-модели, у них не было годовых профитов, которые они показывали, и у них, в общем-то, не было ничего, что создавало основу для фундаментального роста. То есть идея была хороша, и много где она сработала. Другой вопрос, что гиганты типа Амазона
и Фейсбука, они охватили весь мир и стали доступны всем. Не тогда, в 2001, а они делают это только сейчас, спустя 25 лет. AI — это немного другая история. Да, это увеличение эффективности, все здорово и классно. Другой вопрос, что рынок начал понимать разрыв между реальностью и ожиданиями, что внедрение даже самой супер передовой технологии, которая суперэффективно, супер сэкономит вам денег, оно все равно занимает время. И вот здесь сразу возникает вопрос, а когда пойдут профиты, которые все уже заложили в оценку? Что это значит для инвестора? Это тот самый ключевой момент, ради которого стоило смотреть этот ролик до конца. Коррекции для этого сектора в 5-15% — это абсолютно нормальная и ожидаемая история. Они случаются регулярно. При этом нужно помнить, это не .com, который только что появился из ниоткуда. Это крупнейшие технологические компании. Они интегрированы в крупнейшую экономику мира. Соответственно, вот эти все факторы и говорят о том, что просадки не обязательно, но могут выкупаться. Рынок никогда не дает исключительно легких, безрисковых денег просто по прямой. Именно здесь инвестору и важно понимать, почему он покупает эту акцию, что стоит за стоимостью компании, как он видит компанию через много лет развития, а не просто, что он взял и следует за хайпом и купил все то, что покупают все остальные, и все то, что попадает в заголовки новостей. Если мы понимаем, что такие диапазоны — это нормальная история, это ничего из ряда вон выходящего, это значит, что инвестору просто нужно заранее закладывать такого рода просадки в свой портфель. Если он может их перенести, и перенести достаточно безболезненно, все окей. А если вы торгуете с плечом или вам срочно нужны деньги, вот здесь как раз и стоит подумать, а нужно ли сейчас вкладывать в актив, который все равно, несмотря на то, что он растет, он все равно достаточно волатилен. Мне было очень любопытно посмотреть и сравнить, а что волатильнее, биткоин или Nvidia. Биткоин действительно более волатильный, но волатильнее он, не на порядок. В принципе, о чем ты говоришь, что хайповые акции, даже с хорошей фундаментальной стоимостью, обладают сопоставимой с биткоином волатильностью. Финальный вывод, то, к чему мы приходим. AI — это не исключительно хайповая история. Есть достаточно серьезная фундаментальная ценность. Есть повышение эффективности, есть повышение производительности. Вместе с тем, вот ровно то, что происходит на данный момент, рынок корректирует свои ожидания. До этого очень много кто вкладывался без должного анализа. Кстати, как правило, именно те же люди, которые купили по высоким уровням, они потом в основном и продают. Если вы инвестируете в технологический сектор, если вы понимаете, что такое AI и почему в него стоит инвестировать, нужно, безусловно, понимать, что откаты при росте, безусловно, будут. Волатильность точно будет и точно сохранится. И здесь точно не выигрывают те, кто бежит исключительно за заголовками. Поэтому нужно действовать аккуратно, взвешенно и исключительно на основе проверенной аналитики. Аналитика доступна только профессионалам. Поэтому ссылку для личного общения и для того, чтобы можно было задать вопрос мне лично в Телеграме, либо в WhatsApp, я оставляю внизу. Если после этого видео у вас появилось свое обоснованное мнение, значит, я свою задачу выполнил. Я с большим интересом обменяюсь мнениями и пополемизирую в комментариях.